Здравствуйте, мои дорогие. Вы удивитесь тому, что будет происходить. Давайте посмотрим, чего вы там будете удивляться. Чему вас можно уже удивить. Наверное, уже вас ничем не удивишь. Но посмотрим, что же вас удивит. Вы этому будете сильно удивляться. Так, надо удобненько сесть. И у нас тут действительно сюрприз идет. Сюрприз. Давайте посмотрим, насколько хороший сюрприз. Вы его как где-то узнаете, это будет как утешение. Видите, как хороший какой-то сюрприз идет. Для вас это будет, ну, реально, ну, что тут еще сказать, как сюрприз. Вы это узнаете, возможно, как информацию какую-то, которую кто-то скажет, либо то, что вы, ну, как искали, да, то есть то, что вы искали, для вас действительно будет как утешение. Ну, что можно сказать? В данное время вы по этому вопросу ломаете просто себе мозг уже. Сюрприз будет. Хорошо, пускай будет. Пускай случится самый лучший сюрприз. Так, дальше. Что еще вас удивит? Что же вас удивит? Что вас удивит? Угу. Вы будете удивляться какому-то чьему-то легкомыслию и довольно-таки неадекватному поведению человека. И причем стабильное какое-то вот поведение человека, оно вас может, ну, какие-то эмоции такие вызывать непонятные. А вы знаете, что это для вашего блага? Вот как-то этот человек. Ну, стоп. Ну, тут говорят, что у вас как-то более просыпается, более перспективный взгляд. Угу. Старое, смотрите, старое сожжено, новое рождается. Ну вот что-то от легкомыслия чьего-то. Кто это? Ну, давайте посмотрим. Так, описывает человека, который вот в этом состоянии, да, тут карта называется «Легкомыслие». Описывает состояние человека немножко в таких каких-то грустных, таких печальных энергиях, в утратах, и вот праздника желает. Так. Ну, для вас сюрпризом будет. Ну, давайте посмотрим, насколько для вас это хороший, плохой сюрприз. Все-таки разговаривать будете об этом. Тут идет разговор, который будет подслушан, или же такой интересный разговор, как будто бы специально для того, чтобы кто-то услышал. Вот. И в итоге итог хороший здесь. Итог хороший. Здесь итог идет на прям праздничное такое состояние души. Так, хорошо. Это будет вас удивлять. Что же вы? Чему вы удивитесь? Чему вы удивитесь? Так, ожидали движения, путешествия. Получится, все получится. И аминь. Да, вот какое-то интересное предложение будет. Идет движение. Это может быть действительно физическое перемещение или то, что вы задумали, какой-то жизненный путь. Это вас удивит. Что же это? Что же это? Вас какая-то дама удивит. Здесь она обозначена как старая дама. Ну, скорее всего, это женщина старше вас. Или же имеет какое-то спокойное такое состояние духа, положение. Ну, или же она действительно старше вас. Может быть, и так говорят. Будут говорить о том, что она как незаметно заключает какой-то союз, либо договор. Тут идет договор.
Эта женщина, знаете, кто она такая? Которая была довольно долго в постоянных энергиях. Это чувствовала вот какая-то почва под ногами у нее была, а сейчас все рушится. Вот. И эта женщина, она превращается из той, которая вот сидит на кресле, такая вальяжная, с книжечкой, спокойненькая, она превращается в ту, как нужно что-то делать ей. Это будет у вас встреча и разговор с этой женщиной. Но вам не очень хочется этой встречи, вижу. Ну да, тут именно какая-то дама. Будет встреча с ней. Удивит вас, что дама заключит какой-то договор. Может, она с вами хочет заключить договор. Но очень хитрая. Такая карта идет, знаете, здесь неплохие. Но вот это она перекрывает весь плюс от участия этой дамы в вашей жизни. Старшая женщина. Так, это вас очень удивит. Что же это? Что же это? Может, какой-то друг заболеет? Почему-то вас удивит, что кто-то заболеет, вот как либо друг, это либо какой-то верный человек, также могут указывать вот на животное. Но смотрите, как интересно. Вы удивитесь не так болезни, как тому, что он выздоровеет очень быстро. Очень быстро выздоровеет. Здесь как обновление идет. И у вас очень хороший результат. Очень хороший результат идет. Выздоровление. Быстрое выздоровление. Но вас удивит, почему-то удивляет его, получается, что он заболел, а потом быстро выздоровел. Вы об этом видите, как будете еще разговаривать с людьми. Ну, может быть. Хорошо, ну такое. А что еще вас очень сильно удивит? Что же это вас удивит? Что вы надеялись? Надежда будет разрушена. На что вы надеялись? Давайте посмотрим. Тут какой-то недруг строит новые планы, что надежды врага будут разрушены. Вы получите сообщение, что враг разрушен. Вас это удивит. Ну, тут говорят, что это недруг. Ну, какой-то человек, который вам, наверное, что-то нехорошее делал. А кто же этот недруг? Кто? Этот недруг. Так. Ему как не хватает компании какому-то недругу. Опа, у нас свет отключили. Поздравляю. Вы знаете, так давно такого не было. Ну ничего, я думаю, вам все видно, и телефон мой еще записывает, слава богу. Все будет нормально. Как только появится свет, я выложу это видео в интернет. Ну, у нас такие реалии сегодня. Так, главное, чтобы не было тревоги сейчас по ветреной. А так, в принципе, все видно. Окей. То есть человек, который в печали, да, в печали, нет компании, разрушаются планы этого человека. Ну все, вы получаете сообщение об этом. Вы получаете сообщение об этом. Вам тут дважды говорили, что вы об этом узнаете в письме, и вы будете прекрасно себя чувствовать. Хорошо, что планы врагов разрушаются по наведению на вас какой-то фигни.
чтобы они не мыслили больше это делать. Так, что еще? В общем, разрушится план, который вам не угоден. Не угоден этот план. Что вас удивит? Очень сильно удивит. И это будет любовь, спокойствие, уют. Угу. И потеря какая-то. Что вы потеряете? Класс. Нас сегодня радуют. Включают, выключают. Удивительные. Так, сейчас будет шуметь мой принтер. Секундочку. Так, вроде замолк. А смотрите, вот состояние у вас, когда вы говорите, что потерян покой, потеряно как-то, вы понимаете, что куда-то делась любовь, в отчаянии, и тут приходит Спаситель. Вот, он говорит, подожди, я знаю, как помочь, и я знаю ответ. Ну и вам помогут? О да, вам помогут. Вам помогут. Но вас больше удивит тот момент, что вот как куда-то делась любовь, и смотрите, тут сразу же идет помощь, и у вас более лучший, какой-то более интересный результат, более прикольное предложение. Что здесь могут говорить? Например, какая-то есть потеря, например, кто-то потерял работу, или же, может быть, любовь человека, не дай бог. Но здесь идет либо замена, либо, если это совсем родное, да, что-то, то вам говорят, что улучшение максимально будет в этой сфере, в отношениях, либо в работе, либо в любой другой сфере, та, которая вас очень тревожит. Очень тревожит. То есть вам эта потеря никак не нужна. Будет помощник, будет помощь в этой ситуации. И вы прямо получите то, что хотели, даже больше. Даже больше. Даже больше. Даже как-то, знаете, как получили, и есть еще перспективы большего. Так, чему вы будете удивлены? Вы удивитесь этому. А чему? Так, что какой-то дворянин. А кто это такой? Для вас это кто? Ну, смотрите, здесь показывают мужчину какого-то, да, ведь не всю колоду сейчас я держу в руках, и показали здесь человека с какой-то высокой позицией. И вот он говорит, что он вам постоянно как-то против вас. Это мужчина или женщина? Ну, видите, этот человек такой напыщенный индюк. Ну, вот не показывает мужчина-женщина. Кто это человек для вас? Вы даже... Трансформация. Кто это такой? Ну, какой-то очень высокомерный человек. Сейчас он меняется. Вас удивит, что он вот как в постоянной, да, такой позиции, постоянно с задранным носом, вот. А здесь, смотрите, вот это чувство сменяется весельем, радостью, и вы больше этой проблемой не... Это для вас не проблема, да, то есть этот человек для вас не проблема. Идет трансформация. Он, видите, перед вами двери открывает и как дает услугу какую-то. Угу. Для вас это очень хорошо, между прочим. Тут вы можете получить действительно желаемое, то, что хотели от этого человека. Здесь может быть, например, чиновник какой-то, к которому вы ходили, топтали пороги. Вот. А сейчас вы можете просто с ноги двери открывать. Он вам даст то, что нужно. Вот. Да будет так. Вот. Для вас это удивление будет, что он как-то в постоянном конфликте с вами. Вот. Так, хорошо. Что еще? Чему вы еще удивитесь? Что еще вас может удивить? Мне вот это интересно. Так, сообщению какому-то о встрече. Вот. Сообщение о встрече. Тут печаль будет меняться на легкое отношение к жизни, к ситуации, потому что человек, который назначит встречу, он нерушимый.
Вот это ваша карта, да, а вот это его. Для вас это будет полное удовольствие, прикольное приключение, а для него какой-то новый этап. Он для вас новый, это новый человек. Это вы опять, смотрите, а это он. Вот, он будет радоваться, что увидел такую красивую женщину. Я так понимаю, что это мужчина. Это ваш друг. Мужчина или женщина? Боже, ну не знаю. Тут говорят, что это удача, и это влюбленный человек. Если вы женщина, это будет мужчина. Если вы мужчина, влюбленная женщина в вас. Как вам в этом всем? Подарок. Это как подарок судьбы идет. Представляете? Вы удивитесь. Отлично. Удивитесь сообщению от человека, с которым у вас будут отношения. И здесь говорят, что это новый человек. Вот. Ну, для тех, которые вот, ну, никак не забудут старого. Может, он так поменяется, конечно, но тут навряд ли. Это новый человек. Знаете, смотрите, я когда заговорила на эту тему, тут говорят, что если женщина страдает за старым, это не лечится. Вот. А я хочу сказать, что лечится, все лечится. Ну, это как бы шутка была от карт, я так понимаю. Ну, или я так юморю, не знаю. Так, что вам советуют карты? Быть в осознанности. Сейчас будут происходить какие-то вещи в вашей жизни, да, которые нужно замечать. Пожалуйста, открывайте глаза. Что делать? Тут видите, как вы все отворачиваете. Будет получено сообщение, письмо, информация с услугой, которая вам принесет, смотрите, 2 карты, да, что-то, что вы ждали, да, какое-то предложение. Это будет, открывайте глаза. Вас это когда-то, а может и сейчас еще до сих пор мучает этот вопрос, это неразрешимая проблема, которая вызывает у вас крайне негативные чувства, прям до отчаяния. И вот, пожалуйста, вы получаете, ну как, результат, который вы когда-то желали. То, что вы хотели, вы получите. Вот оно. Видите как? По карте деньги. Это как максимально вы получите максимум. А может, действительно, вы получите зарплату, да? Ну, не знаю, тут говорят, что глаза открывайте, потому что так может как пройти мимо, что ли. Ну, вы начеку, вы никуда не это. Вы начеку, стоите и ждете. Замечательно. Причем, да, здесь человек начеку. Но вам еще раз говорят, да, что обязательно всматривайтесь, тут будет какое-то крутое отдельное предложение, может быть, по работе кто-то ждет предложение, но что-то будет очень интересное, расскажите мне потом, если хотите, в комментариях к другому видео, если вдруг пожелаете. А я вас буду благодарить, спасибо за все, лайки, комментарии, подписывайтесь, я только рада буду новому участнику, а также безмерно благодарна, кто со мной давно или же недавно, но уже помогает финансово в данной работе. Я очень вам благодарна. Я действительно вас чувствую, потому что Монобанк присылает, ну и Револют тоже, сообщение такое. Я всегда благодарю и говорю, чтобы в ваших жизнях в разы больше Вселенная вам помогала, чем вы мне. Всего доброго. Пока-пока.